Какие танки идеально дополняют концепцию той или иной пачки? Каких танков однозначно стоит качать и для каких целей? Кто такие сами-танки? Как их комбинировать с основным танком? А в каких ситуациях танки и вовсе не нужны? Всем доброго времени суток, с вами Асакур, и сегодня в мобильных хрониках хаоса я расскажу вам о всех танках. Подписывайтесь на канал и мы начинаем. Благодарю всех, кто откликнулся и поддержал меня. Танки выступают в роли защитников всей пачки, так как большинство из них обладают большим запасом здоровья и брони по сравнению с другими героями иной роли. Логично, что все они располагаются на передней линии, закрывая ключевых дэмэдж-дилеров или героев поддержки от базовых атак персонажей соперника, давая им возможность спокойно накапливать энергию на ульту. Практически все танки обладают первым артефактом на броню, что обоснованно дополняет их функцию прожить как можно дольше, защитив тем самым свою команду. Всего в мобильных хрониках хаоса 9 танков и 2 полутанка, то есть из 55 героев 20% составляют именно они, но кого именно из них выбрать для прокачки и, что немаловажно, к какой пачке, вот вопрос. Давайте разбираться. Начнем со Астарота. Пожалуй, это самый универсальный танк в нашей игре. Все потому, что у него нет какой-либо явной привязки к определенным героям, а его воскрешение – ключевое умение, способное кардинально изменить ход боя. Если бы существовал топ по способностям, то этот скилл определенно точно занимал бы лидирующие позицию по влиянию на исход боя, даже несмотря на то, что его блокируют Селеста и Морриган. Но также стоит обратить внимание и на его второе умение, которое хорошо помогает сжигать энергию последнему по позиции героя соперника, что, конечно же, сильно замедляет его выход на ульту. И еще один недооцененный скилл, который забывается многими, это третий, под названием Демонический контракт. Он пассивно поддерживает связь с союзным героем с наименьшим показателем текущего здоровья, распределяя и урезая входящий физический урон. Примечательно, что связь в процессе боя может меняться с героя на героя сколько угодно раз, и причем моментально, что, конечно же, является незаметным преимуществом. А его ульта накладывает щит на всех, но он довольно непрочный. Здесь большую роль играет именно активировавшийся первый артефакт на броню после использования данной способности. Все это делает Астарота базовой платформой для практически любых героев и паков. Также он входит в особенность хаотичные, поэтому Лилит, Пеппи, Дариан, Ксеша и Тесак приветствуют его. К слову о Тесаке. Данный персонаж уникален тем, что выдается сразу с абсолютной звездой и только из героического сундука. Шанс его выпадения крайне низок. Оправдано ли это? Прежде всего, мясник интересен своей синергией с Пеппи, в которой у обоих вторые умения отлично комбинируются. В то время, когда Тесак применяет гниение, Пеппи накладывает на него щит, и по механике за каждый тик урона от самого себя Кураж также срабатывает и наносит урон ближайшим героям соперника. После ребаланса Тесака ему сломали время применения второго умения, разорвав тем самым связку с Пеппи, но совсем недавно ей самой изменили время применения щита, и все снова встало на свои места. А если учитывать, что их обоих включили в хаотичных, напомню, что внутри своей особенности все они выглядят действительно устрашающе, то вместе с Лилит и Ксешей они создают две полноценные связки, которые в свою очередь несомненно эффективны против немалого количества популярных пачек. И еще особое внимание следует обратить на первое умение Тесака. Его крюк доставляет серьезные проблемы персонажам, которые находятся на последней линии. Это такие персонажи, как Марта, Гелиос, Джет, Фобос и так далее. Поэтому ярко выражена связка между ним и Джу. Но на практике такое сочетание встречается крайне редко из-за общей специфики Джу как персонажа. В целом и без него крюк Тесака это очень полезное умение, которое капитально ломает строй команды соперника. А если говорить о мяснике в целом, его сфера применения не так широка, как, например, у Астарота, так как у Тесака отсутствуют умения, которые способны именно защитить команду. Поэтому, если отвечать на вопрос, стоит ли гнаться за Тесаком, тратя изумруды на героические сундуки, мой ответ – не стоит, кроме тех случаев, которые я описал выше.
Аврора – безупречный танк, являющийся вторым по универсальности после Астарота, даже несмотря на то, что она довольно нестандартна. В чем ее нестандартность? Аврора – единственный танк в игре, имеющий уворот и первый артефакт на него же, что открывает горизонты для комбинации с Данте и другими героями-уворотчиками. Именно из-за этого она довольствуется слабым показателем брони, но фишка в том, что это не делает ее слабее, так как уворот является параметром, который срабатывает случайно, вследствие чего бои против Авроры физиками сложно предугадать на 100%. Но в то же время она имеет низкий показатель защиты от магии, а этот нюанс с лихвой компенсируется ее ореолом, который блокирует 80% входящего магического урона на протяжении всего боя. Поэтому справиться с ней как магами, так и физиками не так просто, отчего она и набрала популярность и стала универсальным танком на все случаи жизни, кроме тех случаев, когда нужно воскрешение от Астарота. Плюс ко всему, Аврора обладает особенностью под названием эльф, а это означает, что в пачке с ними она показывает себя также достойно. В частности, существует синергия между ней и темной звездой. Дело в том, что время применения контроля часто совпадает с оглушением отчета Авроры со второго умения, благодаря чему уязвимые дэмэдж-дилеры соперника, находящиеся на второй позиции, ловят удар на себя и не могут ничего предъявить в ответ в течение нескольких секунд дебафа, а эти несколько секунд могут стать решающими для всего боя. Развивая тему отталкивания и контроля, связка Авроры с Данте выглядит действительно перспективной и неприятной против популярных пачек, которые привыкли давать отпор совершенно другим командам по концепции. Их совместные бафы уворота со способностей артефактов делают пачку вместе с Данте и Авророй эффективной против многих физиков, явно урезая их пробивной потенциал. И вообще, героям с контролем и с оглушением в частности только предстоит показать себя, а они покажут, поверьте. Галахад – потрясающий прорывной танк для атаки. Благодаря своей отчетливой физической направленности по способностям, первому артефакту на физическую атаку и встроенному вампиризму с предметов экипировки, его можно превратить в агрессивную боевую единицу, способную нанести достойное количество урона. Для этого потребуется комбинация из Джета и Себастьяна, а также идеальным выбором сверху станет Тристан. Он раздаст Галахаду баф на физическую атаку и обеспечит быстрый пробив брони всей команде, что только усовершенствует агрессивную физическую направленность пачки. В качестве дэмэдж-дилеров сюда зайдут все метовые физики, начиная от Киры и заканчивая Данте с темной звездой. Даже несмотря на то, что у Галахада первый артефакт на физическую атаку, а не на броню, он все равно достойно держится как против физиков, так и против магов, ведь при ульте вампиризмом он излечивает себя на немалый процент здоровья. Пробив брони для него крайне желателен, но не обязателен на 100%. Однако с ним Галахад по-настоящему показывает, что такое остальные небеса. Также он состоит в особенности под названием Благословленные, но среди них Галахада имеет смысл использовать именно с Тристаном. Еще один благословленный танк – это Лютер. Он обладает достойными показателями здоровья и брони, а его отличительная черта заключается в ульте, с помощью которой он прыгает вглубь вражеской пачки, тем самым оглушая и отвлекая нескольких героев соперника на себя. Поэтому он крайне уязвим к разного рода отбрасываниям, и сверху возникает потребность защитить второй ряд своей пачки дополнительным танком, чтобы не возникало непредвиденных ситуаций, когда ваш дэмэдж-дилер остается без защиты на первой позиции. Еще справедливости ради, стоит сказать, что подобная функция у танка практически не востребована, но в целом Лютера все же можно использовать вместе с теми же благословленными Пеппи и Сатори. Скорее всего, спустя время он подвергнется ребалансу, тогда я закреплю комментарий под этим видео с кратким пояснением того, как изменилась его эффективность. А сейчас это чуть ли не единственный танк в игре, которого я точно не рекомендовал бы для прокачки. Что можно сказать о танках-мистиках? Зири – крепчайший защитный танк антифизик. Она держит первенство по показателю брони с результатом чуть более 40 тысяч, которая к тому же повышается на 150% ультой, а также имеет огромный запас здоровья. Из-за своего второго умения, при активации которого Зири возвращает 100% полученного физического урона своим обидчикам, она и прославилась как танк-антифизик. Поэтому разумнее всего использовать ее именно с теми героями, которые контрят
от физиков, например с Гелиосом, а к нему сверху можно подобрать как оленей, так и Ориона с Дарианом. Также стоит отметить, что третье умение Зири позволяет ей закопаться, стать неуязвимой на несколько секунд и подлечиться, когда отметка ее здоровья упадет ниже 30%. Именно из-за этого рекомендуется во втором ряду использования каких-либо жирных персонажей по типу Йоргена, сами танков Андвари и Маркуса, или же в крайнем случае судью, который и без того укрепит и так крепкую мать скорпионов. А если вы используете Зири с оленями, то Криста как раз таки успешно примет на себя весь урон и при этом выживет. Руфус уникальный танк по своей природе. Дело в том, что обладая сумасшедшим запасом здоровья, у него практически напрочь отсутствует защита от магии и броня. Но это и является его коронной фишкой, как и тот факт, что он не может умереть от магического урона благодаря своему четвертому умению. А в совокупности с его первой и третьей способностью, антимагическая стезя Руфуса прослеживается крайне ощутимо. Все так неоднозначно, но в то же время довольно просто для понимания. Нюанс в том, что хоть этот герой и выступает в роли антимага, он стремительно теряет здоровье, если сражается против физиков, так как у него, как мы выяснили ранее, отсутствует какая-либо броня, но в то же время отсутствие брони покрывается его первым артефактом с эффектом на ту самую броню. Однако еще один нюанс заключается в следующем. Опытные игроки понимают, что нет необходимости идти на Руфуса магами, и поэтому идут физиками, но ловушка в том, что защитные пачки вокруг него строятся как раз таки против тех самых физиков, так как вопрос о блокировке магического урона уже решен. Поэтому часто вместе с Руфусом в защите можно увидеть таких героев как Гелиоса, Лиен, Йоргена и Андвари. Фишка с Андвари и Руфусом состоит в том, что если не качать последнему броню в символах, не надевать некоторые предметы экипировки и не трогать дар стихий, то по механике Андвари будет применять щит именно на Руфуса. Так как природный заслон накладывается на героя с наименьшей броней, то с правильным недокачем его будет получать именно Руфус. Благодаря этому щиту он будет заряжаться еще быстрее, как раз таки обеспечивая себя довольно неплохим запасом брони с первого артефакта. Все это делает подобные пачки с Руфусом непростыми для пробития, если, конечно же, вы не обладаете Корнелиусом с каким-нибудь пробивником. Но и в атаке именно против магов его можно использовать практически с любыми героями и с любыми пачками, так как Руфус это не тот танк, который дополняет выстроенную концепцию всей пачки, а скорее выступает в качестве отдельного контргероя поддержки, способного прикрыть всех своих от магического урона. Однако важно отметить, что его воскрешение блокирует Морриган, а вот Селеста такой возможности не имеет. Чабба, пожалуй, самый агрессивный танк в нашей игре. Он имеет достойные защитные показатели и к тому же повышает свою броню пропорционально отсутствующему здоровью за счет третьего умения. А благодаря проглатыванию Чабба способен в момент сломать строй пачки и раскрыть второй ряд соперников, в котором обычно располагаются уязвимые герои с малым запасом здоровья. Именно по этой причине логичнее всего использовать его с теми персонажами, которые за короткий промежуток времени с руки наносят по ближайшей цели немалое количество урона. Такими персонажами можно назвать, например, Исмаила, Карха или Сорвиголову. Такая узкая направленность в использовании не позволяет Чаббе находиться во многих пачках и быть полноценным защитником своей команды. И еще один занимательный танк в нашей игре — это Корвус. Его основное использование строится вокруг двух причин. Первое. Являясь нежитью, он раздает героям с такой же особенностью баф со второго умения на магическую и физическую атаку. Корвус отлично показывает себя в пачке с Кирой, которая уже на протяжении нескольких лет является одним из самых популярных и эффективных героев в нашей игре. Особенно популярна так называемая Крита-нежить, в которой Корвус и Кира замиксованы с Джетом и Себастьяном, а пятым героем по ситуации добирается Морриган, Цен Мао или же Андвари. Вторая причина, по которой игроки используют Корвуса, его алтарь. Это одна из самых опаснейших способностей в игре. Ее коварность состоит в том, что герои, которые могут в один момент нанести много урона, в 2 счета сгорают от ответного урона алтаря. Больше всего страдает Кира от своих рикошетов, Лиен из-за своих способностей с уроном, Криста от своих же шипов, когда Ларс создает бурю, и Ясмин в танце смерти
смерти и так далее. Так как герой был выпущен относительно недавно и имеет всего один облик на физическую атаку, показатель его брони довольно слаб, поэтому ему нужна поддержка, чтобы он простоял как можно дольше. Такой поддержкой может быть, например, судья. Помимо достойного контроля, своими щитами он способен весомо укрепить любого героя на последней и первой позиции, будь персонаж хоть танком, сейми-танком, бойцом или даже магом. Здоровье щита на максимальной прокачке составляет почти 135 тысяч, а время применения в начале боя всего лишь через 1 секунду, да и последующие применения уже возможно через 13 секунд, что открывает совершенно новые горизонты для, казалось бы, привычных пачек, в которых обычно бойцы и маги прячутся за танком, а может еще и даже за сейми-танком. А с судьей теперь можно ставить и довольно тонких героев, например Сатори, Селесту и так далее, но чаще всего перед ним выставляются именно сейми-танки, характеристики которых приближены к полноценным танкам. Щиты компенсируют пробелы в их параметрах и позволяют успешно танковать первую линию Маркусу и Андвари даже в защитных пачках. Сейми-танки или полутанки – это герои, приближенные по параметрам к обычным танкам, которые обычно добираются на вторую позицию, дополнительно прикрывая основного дэмэдж-дилера. Но будучи одним единственным танком в пачке и без поддержки, например, того же судьи, им не хватает здоровья или брони, чтобы полноценно держаться на первой позиции. Сейми-танками как раз и являются Маркус и Андвари. Андвари – это крепкий полутанк-полубоец, который отлично зарекомендовал себя в сражениях против Тесака и Карха, так как его способность под названием «Живая земля» защищает от подбрасываний и перемещений. Он обладает приличным запасом здоровья, но слабым показателем брони, что делает его использование на первой позиции затруднительным. Но в то же время Андвари можно превратить в дополнительного дэмэдж-дилера на второй позиции, ведь его кулак и хватка по формуле наносят внушительный процент от его физического урона, и если добавить к этому криты от Джета, то повреждения с данных способностей станут ощутимыми против тех героев, у которых не так много брони. К тому же щит Андвари также представляет особый интерес. Дело в том, что он накладывается на героя, показатель брони которого является наименьшим во всей пачке. И если правильно отрегулировать этот параметр всем героям в вашей пачке с помощью символов, обликов, артефактов и так далее, то можно сделать так, чтобы он накладывался именно на того героя, которому больше всего необходим с учетом ваших целей. Например, как разбиралось ранее, с такой прокачкой подобной защитной пачки щит Андвари будет накладываться на Руфуса. В целом, найти применение Андвари в текущей мете довольно легко, а вот с Маркусом дела обстоят куда любопытнее. Весь его замысел кроется в лечении с помощью своих способностей, щите с эффектом неуязвимости, а также в артефакте с эффектом на защиту от магии. Все это позволяет Маркусу выступать в роли крепкого героя поддержки против магов и физиков, вовремя излечивая ключевых персонажей в вашей пачке и накладывая на союзника с наименьшим здоровьем щит, который блокирует любой входящий урон, тем самым в некоторых ситуациях своевременно спасая его. Обычно располагаясь на второй позиции в пачке и прикрывая основных дэмэдж-дилеров, он снижает возможность соперникам поразить ваших ключевых героев, ведь теперь они находятся не в первых рядах, а где-то посередине. И даже после своей смерти Маркус продолжит влиять на бой в форме духа, время от времени применяя второе и третье умение, тем самым излечивая союзников. Обладает достойным показателем брони, но имеет мало здоровья из-за основной характеристики интеллект, а не сила, как у других танков. Но это может компенсировать тот же судья, если есть потребность выставлять его первым в пачке. А во втором ряду с такими параметрами Маркус чувствует себя уверенно. А существуют ли ситуации, когда уместно использовать 3, а может даже и 4 танка? Да, такое бывает редко, но подобные ситуации все-таки возникают, и важнейшим звеном с таким количеством танков в пачке выступает Тристан. Дело в том, что чем больше героев в команде становится перед ним, тем чаще он ультует, раздавая всем эффект от первого артефакта на пробив брони, раскрывая возможность танкам наносить физические повреждения соперникам в полном объеме. Но так как перед ним становятся только те самые 9 танков, подобную лазейку возможно использовать только с ними. И даже 3 танков хватит, чтобы обеспечить всю свою команду с Тристаном постоянным эффектом на пробив брони, а 5-м героем можно добрать какого-нибудь физического дэмэдж-дилера без этого параметра, так как с ним вопрос уже решен. Конечно, подобную конструкцию везде использовать не получится, но я показываю всевозможные варианты, которые могут оказаться эффективными в той или иной ситуации. Также существуют и ситуации, в которых наличие танка не обязательно. Например, подобная пачка может начинаться с Селесты, если вы воюете против оленей, с Йоргена, если сопернику необходимо быстро запретить набирать энергию
энергию, с Эльмира, если уверены, что он успеет отпрыгнуть и раздать сорвиголове артефактный пробив брони, с Кристы, если используете очень нестандартные паки оленей, например с судьей. Да и вообще, как говорилось ранее, судья позволяет выставить любого героя, располагающегося перед ним, но подобные пачки без танка зачастую используются именно в атаке, в защите подобный риск не оправдан. Итак, вы приняли решение качать 3 пачки для самых разных целей. Каких же танков выбрать? Если вы играете преимущественно через магов, то в любом случае вам понадобится Астарот, а вместе с ним, например, Аврора и Зири. Астарот в качестве универсального решения, Аврора к оленям, а Зири к антифизической пачке. И если нужны хаотики, то дополнительно можно обзавестись тесаком, но специально охотиться за ним я бы не рекомендовал. Это довольно дорогое удовольствие. Если же вы играете преимущественно через физиков, то вам также пригодится Астарот, обязательно Галахад, так как рано или поздно у вас появится джет, а третьим танком я бы выбрал Руфуса, чтобы решить возникшие вопросы в сражениях с магами. Также можно выбрать путь развития физиков через темную звезду и Данте, и в таком случае можно рассмотреть ту же Аврору. А если вы хотите играть через Кейру, то к ней идеально подойдет Корвус. Еще если на вашем сервере много кархов, то незаменимым станет Андвари, а если много магов, то Маркус. На самом деле вариаций 3 составов очень много, на экране показаны несколько из них, которых бы я сам придерживался, если бы начинал играть заново. В целом, по востребованности всех танков, их позиции выглядят следующим образом. Откровенно плохих танков в нашей игре всего один, и это Лютер, но с вероятностью в 99% он будет переработан, однако в данный момент он действительно малоэффективен. Чаба после ребаланса не особо обзавелся популярностью, так как область его применения осталась такой же ограниченной, но сам он стал немного более живучим. Надеюсь, эта информация сможет вам пригодиться. Будьте изобретательны, играйте в мобильные хроники хаоса сознательно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео. Вам не сложно, а мне приятно, и мы совсем скоро еще увидимся.